Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Приветствую вас на своем канале. Хочу сегодня предложить вам вот такой фантазийный узор. Вяжется он не очень сложно, но отлично подойдет для теплых жакетов или кардиганов. Вязала я образец из пряжи в 425 граммах 250 метров. Ну, единственное, конечно, я спицы маленько взяла не по размеру, они у меня шестерка. Здесь спицы как бы десяточку такой надо, 11, самый идеальный вариант. Но все равно, видите, как красиво смотрится этот узор. Мне кажется, он будет хорошо смотреться на тонких нитях. Сейчас мы как раз вот образец будем вязать и посмотрим. Узор сам по себе несложный. Для того, чтобы связать такой узор, необходимо набрать петли кратные 6, плюс еще 6 дополнительных, 3 перед раппортом и 3 после раппорта. И плюс 2 кромочные. В высоту провязывается 15 рядов, но эти ряды практически только вяжутся первые 2 ряда. Потом они чередуются. 15 рядов вывязывается, чтобы был видно рисунок. Давайте приступим к вязанию. Для вязания образца я буду использовать более тонкую нить и спицы 3,5. Как я уже сказала, число петель кратно 6. Давайте наберем 2 раппорта, 12 петель, плюс 6 дополнительных и плюс 2 кромочных. Всего получается у нас 20 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Набрала я 20 петель. Для того, чтобы ряд лучше смотрелся, узор смотрелся, я провяжу первые 2 ряда платочной вязкой, для того, чтобы узор не заворачивался. Провязала я 2 ряда платочной вязкой, это чисто для того, чтобы узор не заворачивался. Приступаем к вязанию самого узора. Снимаем кромочную петлю. И вяжем 3 петли перед раппортом. Вот раз петля, 2 и 3. Подхватываем эти 3 петли и провязываем их вместе лицевой. Подхватили 3 петли и провязали их вместе лицевой. Петли мы со спицы с левой не сбрасываем, а начинаем из этих 3 петель повязывать опять 3 петли. Вот у нас первая петля, мы ее связали. Дальше мы делаем накид. Вводим спицу и вывязываем еще одну лицевую петлю. Вот у нас опять на спице образовалось 3 петли. Эти петли сбрасываем. Дальше вяжем 3 лицевых. Это уже пошли петли раппорта. 1, 2, 3. Дальше опять мы провязываем точно так же, как в самом начале, 3 петли вместе. Лицевой. Петли желательно вытягивать подлиннее. Накид. И опять подхватываем. Лицевая. Снимаем. Вот петли раппорта закончились. Поскольку я набирала 2 раппорта, то я провяжу еще один раппорт. 3 лицевых. Три петли вместе лицевые. Накид. И еще одну петлю вывязываем лицевую. Подлиннее вытягиваем нить. Все, раппорт закончился. Заканчиваем ряд 3 лицевыми петлями. 1, 2, 3. И кромочная. Первый ряд мы провязали. Второй ряд у нас весь полностью идет изнаночный. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. Работу поворачиваем и провязываем весь ряд изнаночный. Провязали второй ряд. Дальше у нас идет третий. Опять снимаем кромочную. Вяжем петли перед раппортом. Провязываем 3 лицевых петли. Дальше у нас идут петли раппорта. Опять подхватываем 3 петли вместе.
И вывязываем 3 петли. Петли сбрасываем. Опять вяжем 3 лицевых. Петли раппорта на этом закончились. Петли после раппорта опять 3 петли вместе провязываем. И это петли после раппорта. Опять накид и лицевая. Кромочная. Третий ряд мы провязали. Четвертый у нас опять полностью весь изнаночный. Провязываем его весь изнаночными петлями. Провязали 4 петли и дальше мы чередуем ряды 1, 2, 1, 2. Вяжем на нужную нам высоту. Провязала я 15 рядов. Вот такой фантазийный узор у нас получился. Видите, вот так он смотрится на объемной пряже. А так на тоненьких ниточках. Мне кажется, тоже очень интересно смотрится. Как видите, узор очень простой, легко запоминается. Ничего сложного здесь совершенно нет. А для того, чтобы не запутаться в процессе вязания, когда начинать просто 3 лицевыми, а когда вывязывать из них 3 петли. Вот давайте я на более толстой пряже покажу, чтобы лучше видно было. Вот видите, в предыдущем ряду мы из этих петель вывязывали, из одной петли вывязывали 3, да? Значит, здесь мы начинаем ряд с 3 лицевых. А здесь у нас уже видно, что у нас как бы 2 раза мы провязали вот эту вот рогалинку такую. Значит, здесь мы вяжем 3 петли вместе. В процессе вязания это очень сильно заметно, поэтому тут не запутайтесь. А как бы чередование уже идет. 3 петли вместе, 3 лицевых. В следующем ряду наоборот. 3 вместе, 3 лицевых. Я думаю, что очень простой узор. Мне кажется, именно для пальто, для таких теплых, для кардиганов, для жакетов, для детских вещей очень хорошо пойдет. Интересный. Самое главное, не очень сложный узор. Смотрите, такой нежный узор какой-то получился. Действительно фантазийный. Если не приглядываться, вообще как бы не очень понятно, да, что за узор. Тут петельки вытянутые, тут вроде как сотами смотрится, вроде как косы какие-то. Интересный узор. Вот такой узор мы с вами привязали. Я думаю, что вы возьмете его в свою копилочку и найдете ему достойное применение. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.